Тулум – один из древнейших городов племени майя, который сохранился до наших дней. И сегодня я предлагаю совершить экскурсию в этот город рассвета. Тем более, что в переводе с языка майя он так и называется. Тулум значит рассвет. Отправная точка – наши апартаменты Dream Lagoons. Они известны большим русскоязычным семейным комьюнити. Про жилье в Мексике у меня будет отдельный выпуск. Далее мы едем по мексиканской федеральной трассе 307, которая начинается в Канкуне и проходит через такие города, как Плая-дель-Кармен и Тулум, достигая города Четумаль на границе с Белизом. В Белизе я также побывала, и у меня будет отдельный выпуск. А это вид сверху на второй по популярности курортный город Мексики после Канкуна – Плая-дель-Кармен. Пассажирские паромы на остров Касумель, на котором я тоже побывала, отправляются из морского терминала Плая-дель-Кармен, расположенного рядом с парком Лос-Фонтадорес в центре города. Этот порт сейчас перед нами. Плая-дель-Кармен – это бывшая рыбацкая деревня, ставшая популярным курортом. Здесь проходит знаменитая Пятая авеню с магазинами и барами, а рядом находится Мезоамериканский риф, второй по величине в мире, сеноты и знаменитые парки Xcaret и Explore. Xcaret – уникальный природный и археологический парк с подземными реками, экзотическими животными, шоу древних майя и дикой природой, а Explore – это самый экстремальный парк Мексики. Про каждый из этих парков ты можешь посмотреть отдельный выпуск на моем канале. А мы приближаемся к еще одному невероятному месту по своей красоте – водному парку Шельха. Он известен кристально чистыми лагунами, сенотами и подземными реками. Вода в лагуне смешивает морскую и пресную, создавая уникальную экосистему с разноцветными рыбами. Шельха также считается древним местом майя, где проводились ритуалы. Выпуск об этом парке также есть на моем канале. Тем временем мы уже приближаемся к древнему городу майя Тулуму. Он расположен на скале с видом на Карибское море. Это единственный город майя в Мексике, построенный прямо на побережье. Он был важным торговым центром и служил портом. Знакомься с настоящей хозяйкой древнего города – игуаной. Эти уверенные в себе создания повсюду. На стенах, камнях и лестницах внимательно наблюдают за туристами. Они не боятся людей, могут загорать рядом. В Тулуме живет знаменитая игуана, которая, если ей не нравится твое присутствие, начинает издавать громкие звуки, напоминающие недовольное ворчание. Но несмотря на грозный вид, они едят только листья, цветы и фрукты. Так что не удивляйся, если во время прогулки за тобой будет следить внимательный взгляд ящеричного короля. Жара неимоверная. Кажется, еще чуть-чуть, и можно будет буквально растаять под палящим солнцем. К счастью, в парке есть густые тенистые джунгли, настоящие спасители в этой знойной мексиканской сказке. Здесь воздух наполняется ароматами влажной земли и тропических растений, а высокие деревья создают естественный шатер, пряча путников от беспощадного солнца. И, конечно, морской бриз, легкий, освежающий, он пробегает между деревьями, принося долгожданную прохладу. А вот так джунгли выглядят сверху. На самом деле ничего не видно, когда идешь между ними. Именно благодаря таким контрастам Тулум чувствуется особенным. Дикая природа здесь переплетается с древней историей, создавая атмосферу настоящего приключения.
Приехала ровно к полудню, прямо под самое палящее солнце. Законы работают везде одинаково. Приходишь чуть позже, и вот уже толпы народа. Местность там, где возвышаются древние руины, открытая, и солнце палит беспощадно. Так что без шляпы, очков и солнцезащитного крема никуда. Город был построен еще в XII веке. К XVI он был одним из немногочисленных, которые испанские конкистадоры застали живым. Численность населения насчитывалась около 600 человек. Давайте же, наконец, познакомимся с этим древнейшим архитектурным памятником. Тулум был важным портом, через который проходили торговые пути индейцев майя. Здесь обменивали нефрит, обсидиан, какао, соль и перья экзотических птиц. Из Тулума в древности вели сагбе – это белые дороги, связывающие его с другими важными городами цивилизации майя, такими как Каба, Чичен Ица, Экбалам и Муиль. Эти дороги были покрыты известняком, что позволяло им отражать лунный свет и быть видимыми даже ночью. Город-крепость стоит на утесе. Тулум был одним из немногих укрепленных городов майя, окруженным стенами с 3 сторон, а с 4-й его защищало Карибское море. Это делало его практически неприступным. Внутри города-крепости проживали правители, жрецы и охрана. Находились религиозные постройки, храмы, а также внутри совершались торговые сделки. За пределами крепости населялся простой люд. Трудно поверить, что эти величественные постройки были возведены 9 веков назад. Эти стены видели рассветы и закаты цивилизации майя, слышали шепот жрецов, шум рынков и звуки ритуалов. Ощущение просто невероятное. Словно время на мгновение теряет свою силу, позволяя нам стать частью истории, высеченной в камне. Напротив дома фресок находится дом Чультун. Чультун с языка майя означает место сбора дождевой воды, и в нем действительно стояли цистерны, где древние майя собирали воду. На главном проспекте города находится еще один уникальный храм. Это храм называется храм фресок. На его фасаде изображены росписи древнейших майя. Здесь изображения змей, бога дождя Чака и богини плодородия, ткачества и медицины и радуги Исчель. На фасаде изображен профиль майя, где лоб и нос находятся на одной линии. В семьях элиты было принято деформировать череп у новорожденного младенца, и для этого к черепу с рождения привязывали доску. Таким образом формировался такой профиль. Так и отличали представителей голубой крови. Этот храм был построен еще в 15 веке и прекрасно сохранился до наших дней. Тулум – последний город майя.
В отличие от Чичен-Ицы и Ушмаля, он продолжал жить даже после прихода испанцев. Майя покинули его только в конце XVI века. Самый известный монумент Тулума – это Эль-Кастильо. Это крепость, храм и маяк одновременно. Эль-Кастильо в переводе с майского означает «храм бога Кукулькана». Кукулькан – это пернатый змей, божество майя. Храм-крепость строился характерными циклами для майя в 52 года. И сверху мы можем наблюдать самую новую часть. Над каменной лестницей 3 входа, а между ними изображение пернатого змея Кукулькана. Замок использовался для проведения религиозных праздников. Он стоит на скале 12 метров над Карибским морем. В его стенах есть специальные прорези, через которые проходил свет, помогая кораблям лавировать среди подводных рифов. Слева от Эль-Кастильо храм спускающегося бога. Это очень скромное здание небольших размеров. В нем всего одна комната с алтарем, но оно считается одним из самых важных в Тулуме. И мы видим красивейшую статую бога, который спускается головой вниз. И, ребят, стены, как будто кажется, что они отклонены, и это от времени. На самом деле так было сделано заранее. Дом правителей или дом колонн расположен напротив дворца. Это одна из крупных резиденций знати в Тулуме. Сооружение большое, 85 метров в длину и 35 в ширину. Здание получило название из-за 4 массивных колонн, которые поддерживали крышу. Такой стиль встречается нечасто в архитектуре майя. На стенах здания когда-то были разноцветные росписи с изображениями богов и мифологических существ. Здесь проводились важные переговоры и религиозные церемонии, связанные с управлением города и морской торговлей. А это большой дворец. В нем жил правитель или другой знатный человек. К зданию можно подняться по лестнице, и вход оформлен 4 круглыми колоннами. И обратите внимание, наверху маленькие квадратные окна. Комнаты в этом здании большие, гораздо больше, чем в других, которые находятся на этой территории. Это одна из самых хорошо сохранившихся построек Тулума. У дворца сложная планировка, включающая несколько комнат и террас, что говорит о высоком уровне организации жилища. Ученые считают, что в стенах здания были предусмотрены небольшие отверстия для циркуляции воздуха, что помогало справиться с жарой. В некоторых комнатах были найдены фрески и изображения богов майя, что может означать, что здесь также проводились религиозные обряды. Дворец находится рядом с центральными сооружениями города, что подчеркивает его важность в управлении Тулумом. Это древнее здание – настоящий артефакт эпохи майя, который дает представление о жизни элиты и уникальной архитектуре того времени. С высоты птичьего полета Тулум поражает величием. Древние храмы и стены возвышаются над Лазурным морем, утопая в зелени джунглей. Белоснежные пляжи тянутся вдоль берега, хранят дыхание истории. Ребят, сейчас я подхожу к месту, откуда открывается совершенно невероятный вид, которым не может больше похвастаться ни один древний город цивилизации майя, находящийся в Мексике.
бога ветров стоит на скале почти на самом берегу моря. Отличный вид на него открывается со скалы, где стоит Эль-Кастильо. Майя построили храм бога ветров для того, чтобы это здание предупреждало их о надвигающемся урагане. Едва ветер усиливался, храм, в свою очередь, начинал свистеть. Дело в том, что в верхней части строения находятся отверстия, через которые сильные потоки воздуха дают характерный свист. Таким образом, жители города успевали узнать о стихийных бедствиях и спрятаться за стенами этого города. Цивилизация майя уже давно исчезла с лица земли, а гениальное изобретение живет по сей день. Последний раз храм бога ветров предупредил жителей в 1995 году о надвигающемся урагане Роксана. Прямо между крепостью Эль-Кастильо и храмом бога ветров находится шикарный пляж. Но пройти на него нельзя. С июня по октябрь черепахи откладывают здесь яйца. И знак стоит: дальше проход только черепахам. Вдали покачиваются лодки, и это неспроста. К древнему городу туристов привозят не только по суше, но и с моря. С воды Тулум открывается в совершенно ином свете. Величественные пирамиды словно парят над бирюзовыми волнами, создавая зрелище, от которого захватывает дух. А это так называемый дом Сенот. Сенот – это колодец с пресной водой. Над ним дом для высокопоставленного лица. И, кстати, сенотом мог пользоваться любой желающий. Тулум – это одно из немногочисленных мест на Земле, где сохранена древнейшая цивилизация племен майя. За стеной меня ждал другой мир, а стена – это как тонкая граница между прошлым и настоящим. Рядом с древним городом есть пляж Плая Пескадорес, куда я сейчас и направляюсь. Здесь когда-то причаливали лодки майя, а сегодня можно увидеть, как рыбаки выводят свои баркасы в море и даже прокатиться вместе с ними. Для племен майя Тулум мог быть тем же, чем Ялта или Сочи стали для современных россиян – местом отдыха у чистого моря с мягким климатом. Недаром морские черепахи выбрали эти берега для продолжения жизни.
отправляюсь в морское путешествие в поисках черепах. Помимо этого будет остановка с видом на древние пирамиды майя. Их уже видно, ребят, вон они слева. Ребят, мы взяли водную экскурсию, стоимость $25 на двоих. Посмотрите, я вижу Эль Кастильо с моря, а также храм Бога ветров и, собственно, вся панорама передо мной. Далее плывем в гости к морским черепахам. Солнце отражается в лазурных волнах, легкий бриз окутывает свежестью, а где-то в глубине уже неспешно скользят величественные создания океана. Будет ли удача на моей стороне? Скоро узнаем. Вторая остановка на Коралловом рифе. Нам обещали, что здесь будут черепахи. Первыми мне повстречались скаты. Эти удивительные создания скользят по морскому дну так плавно и грациозно, будто парят в воздухе. А знаешь ли ты, что скаты – близкие родственники акул? Но в отличие от них у скатов нет костей. Их скелет полностью состоит из хрящей, что делает их невероятно гибкими. А еще они чувствуют электрические сигналы других существ, благодаря чему находят еду, даже если она зарыта в песке. Скаты – настоящие древние чудеса океана, ведь они существуют уже более 150 миллионов лет. А вот и черепахи. А ты когда-нибудь слышал, что черепахи способны преодолевать тысячи километров, пересекая целые океаны? Они появились более 100 миллионов лет назад и пережили даже динозавров. Черепахи и правда подплывали так близко, что мой оператор, увлеченно снимая скатов, случайно наткнулся на черепаху и почти обнял ее. После неожиданной встречи мой оператор отчаянно жестикулировал, пытаясь подать мне сигнал, что здесь черепаха. Как только я это увидела, то ринулась за ней. Азарт охватил меня настолько, что даже когда внезапно у меня свело ногу судорогой, я сначала не обратила внимания на боль. Ведь передо мной была моя мечта, так близко, что упустить ее было просто невозможно. В итоге боль была настолько острой, что скрутила ногу, и я не смогла плыть дальше. Наши гиды увидели, что я кричу от боли, и хотели посадить меня в лодку. Но я отчаянно не поддалась, надеясь, что сейчас быстро оправлюсь и поплыву дальше. В итоге все завершилось благополучно. Судорога отпустила, и убедившись, что видео с черепахой снято, я вернулась на берег.
Тулум – это место, где оживает история. Построенный века назад, он до сих пор завораживает своей загадочной атмосферой.